Всем привет! С вами на связи Дмитрий Науменко, и вы смотрите обзор недавно вышедшего сиквела известной серии игр под названием Trine. Третья часть получила подзаголовок The Artifacts of Power и релизнулась эксклюзивно для ПК в таких магазинах как Steam и GOG. Отличий между ними практически никаких, кроме того, что в Steam все обновления и патчи появляются раньше. Лично у меня на руках оказалась копия игры из GOG, и на основе ее построен этот обзор. Традиционно он будет поделен на тематические разделы, так что вы можете выбирать, что вам интересно услышать в первую очередь. Или сразу перейти к вердикту с плюсами, минусами и итоговой оценкой. Таймлайн на это все ищите в описании или в комментариях к видео на канале. Поехали! В сюжете игры вас ждет королевство, которому грозит опасность, и артефакт Trine, в честь которого и названа игра. Он объединяет души трех разных персонажей во имя спасения этого самого королевства. Персонажи остались прежними: маг Амадеус, лучница Зоя и рыцарь Понтиус. Каждый из них в начале игры занят своими делами, когда в самый неподходящий момент внезапно появляется Trine и добровольно-принудительно объединяет их души для новых героических подвигов. Дальнейший сюжет получился, как и полагается, сказочным, веселым и даже с неожиданным поворотом в комплекте. Сам стиль повествования остался сравнительно прежним. Все тот же рассказчик за кадром, все те же диалоги троицы между собой. Но ключевым отличием, например, от первой части, стало то, что самого нарратива в игре стало сравнительно больше. Больше и чаще нам что-то рассказывают, персонажи больше и чаще разговаривают и шутят. То есть в этом плане однозначный плюс. Но в конечном итоге игрока ждет потенциальное разочарование. В общем, я вас обязан предупредить о том, что игра бесстыже обрывается на полуслове. Даже не на полуслове, а на каком-то четвертьслове. Поэтому, если вам важно удовольствие от полноценно рассказанной истории, то третья Trine точно не для вас. Лучше ждите сиквела, релиз которого на данный момент еще под вопросом. Жанр игры не изменился. Это пазл и экшен-платформер в одном флаконе, в который веселее играть в кооперативе и который, несмотря на это, также хорошо играется в синглплеере. Вы бегаете, прыгаете, решаете пазлы построения на физике игры и на мгновенном переключении между тремя абсолютно разными персонажами. Как и в ситуации с сюжетом, в игровом процессе изменений тоже хватает. И хотя лично я от них в восторге, они могут показаться спорными. В первую очередь бросается в глаза то, что передвижение персонажей теперь стало трехмерным. Напомню, что в первых двух частях они могли передвигаться только влево и вправо. Теперь же у игры появилась глубина изображения, благодаря чему площадь для пазлов, битв, тайников и платформинга стала куда обширнее, и это здорово. С другой стороны, я не могу назвать угол обзора идеальным для такого нововведения. Из-за него иногда испытываешь проблемы с определением этой самой глубины. Иногда прыгаешь влево вроде как явно на платформу, а нет, оказывается персонаж был глубже, а платформа ближе, и ты в общем падаешь в пропасть. Другие изменения коснулись уже способностей самих персонажей. Некоторые, якобы каноничные, убрали и взамен добавили новых, и это, на мой взгляд, хорошо. Серьезно, играть третью часть с теми же самыми способностями уже тупо скучно. Ну, убрали у мага возможность вызывать поперечные доски, ну и что? Дизайн уровней здесь такой, что они не пригодились бы. У лучницы убрали огненные стрелы, ну и ладно. И это создатели адекватно обыграли левел дизайном, в котором эти огненные стрелы теперь не нужны. Зато у рыцаря теперь есть возможность преодолевать длинные расстояния по воздуху. Также, теперь он может с большой скоростью опускаться на землю, с помощью чего он отбрасывает врагов, разбивает трещины в полу или высоко пружинит с помощью специальных батутов. У лучницы тоже новая способность. Оба конца своей веревки, на которой Зоя раньше только каталась, теперь она может привязывать к разным объектам, что тоже сказалось на пазлах. Что-то подтянуть и разбить, что-то притянуть и зафиксировать, чтобы не исчезло. Все это в комплекте. Что среди изменений в теории не очень хорошо, так это отказ от какой-либо прокачки персонажей. Если раньше они получали опыт, новые умения и шмотки, то теперь ничего этого нет.
Здесь уж однозначно заметно, что у разработчиков не хватило финансов, о чем они сами признались в своих официальных обращениях после релиза. Этим же они пытались оправдать небольшую продолжительность игры, но как по мне, можно было обойтись и без этого. Trine 3 проходится в среднем за 5 непрерывных часов, и я не могу сказать, что предыдущие части занимали намного больше времени. Всего в игре 7 основных уровней и десяток дополнительных. Как минимум половина дополнительных являются обязательными для прохождения. Доступ к каждому основному уровню открывается по мере сбора условных предметов, и набрать нужное количество только на основных уровнях математически невозможно. Ну и ладно. Хоть я избегал этих сайд-квестов, когда я до них добрался, тамошние пазлы оказались чуть ли не интереснее, чем в основных. Как я и говорил, в Trine всегда было интереснее играть в кооперативе. Но на момент релиза в GOG-версии у меня так и не получилось поиграть онлайн. Игра тупо не подсоединялась к созданному хосту. С другой стороны, все прекрасно работало в локальном мультиплеере. И согласно обещаниям разработчиков, онлайн-кооператив скоро тоже будет работать нормально. Как я уже говорил, игра обзавелась трехмерным пространством. Лично на мой вкус, возможность движения вглубь безусловно красивой и красочной картинки – это правильный эксперимент с игрой. Мы уже в прошлых частях набегались влево и вправо, и теперешняя глубина изображения однозначно дарит новые впечатления. При том, что и раньше, и сейчас картинка была и есть красочная, сказочная и просто классная, вы и сами все видите. Кроме того, очень неожиданно в одном из уровней игра полностью меняет свой арт-дизайн, но я не буду вам спойлерить, что там к чему, скажу только, что и там игра выглядит потрясающе. Саундтрек в Trine под стать картинке, тоже сказочный, хоть и не самостоятельный. Озвучка персонажей на высоте, так что эстетически у игры проблем нет вообще. Кроме разве что некоторых багов, которые разработчики тоже вскоре поправят. Например, у меня при каждом запуске в игре дублировался курсор операционной системы. И согласно совету разработчика, мне надо было каждый раз запускать внутриигровую консоль и вводить туда специальный текст. На случай, если кто столкнется с такой же проблемой, в описании к обзору я оставлю инструкцию по ее решению. Как и прежние части, Trine 3 получился сказочным кооперативным платформером с кучей пазлов, завязанных на физике игры. Что-то в концепте игры порезали, что-то добавили. У персонажей некоторых старых способностей нет, зато появились новые. Убрали набор опыта, зато исследование уровней стало увлекательнее благодаря трехмерному пространству взамен плоскому из прошлых частей. И даже битвы с немногочисленными боссами стали увлекательней. Единственным критическим недостатком этой части могу назвать беспомощно оборванную концовку, которую разработчики оправдали дефицитом бюджета. Лучше бы отложили релиз и по-человечески рассказали историю до конца. На этом у меня все. Если обзор был для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы следить за обновлениями, и смотрите другие мои видео. С вами был Дмитрий Науменко. Чао!